Друзья мои, всем привет! С вами Вика Виктория. Спасибо, что вы со мной. Смотрите мои видео, пишите комментарии, поддерживаете меня, в том числе материально, беспокоитесь обо мне и даете обратную связь. Уже разгораются дискуссии, и я отвечу на те вопросы, которые вы задаете. Сегодня о принципах гомеопатии и о том, как это работает. Сразу скажу, что гомеопатия, как и другие лекарства, на мой взгляд, это не вопрос веры. Лекарство или действует и помогает, либо нет. Про веру – это к Богу. Там тоже могут помочь. Подруга моей коллеги по работе, заболев раком груди, молилась и вымолила себе исцеление. Что же касается гомеопатии, то доктор Вурстер в своей книге указывает, что пациент очень быстро начинает понимать, положительно или отрицательно влияет выбранное средство. А эффект плацебо у пациентов с опухолями длится совсем недолго. 3 дня. Но вернусь к началу. Основоположником гомеопатии является немецкий врач Самуэль Ганеман, 1755 года рождения. Открываешь интернет на запрос Ганеман, и название первой же статьи звучит как смертный приговор. История лженауки, гомеопат и кофе-ненавистник. Хорошо, что не жена-ненавистник. Про кофе сразу скажу, это правда. Кофе мешает действию гомеопатии. Если его резко прекратить пить, начинается ломка. Голова трещит, ужасное общее состояние, отсутствие бодрости и энергии в теле. Конечно, в нашем современном мире чашечка кофе – это некий магический ритуал. Перед вами человек, девушка, который волевым решением прекратил пить кофе с 2019 года. Я не открою вам Америку, если скажу, что кофе закисляет организм и что раковым больным, применяют они гомеопатию или нет, кофе помешает излечению от рака. Вам может показаться это странным, но будучи у друзей, которые приобрели крутой кофейный аппарат и страшно были им горды, я попробовала несколько вариантов ранее мной обожествляемого напитка. Прикольно. На раз. За компанию. Но больше не заходит. И трепета в душе, как раньше, не вызывает. Возвращаясь к Ганеману, скажу, что важным фактом является его продолжительность жизни до 88 лет. Значит, был хорошим лекарем для себя самого. А учитывая его даты жизни, ему удалось не помереть от настоящих эпидемий того времени. Холеры, сыпного тифа, малярии, оспы, скарлатины, какие там еще были. Главный закон гомеопатии, открытый Ганеманом, лечить подобное подобным. По принципу клин клином вышибают. А что? Психологический закон подобное притягивает подобное, как деньги притягивают деньги, а успех притягивает успех. Разве не работает? Закону подобия все равно, знаем мы о нем или нет. Он просто действует. Великий труд Ганемана, являющийся учебником для современных гомеопатов, называется «Органон врачебного искусства». В нем были заложены основы нового подхода к лечению, закон подобия, принцип использования одного лекарства, подвергнутого потенцированию, разведению, и назначение его в минимально возможной дозе. Лечение подобного подобным – это когда действующее вещество препарата в больших дозах вызывает сходные с болезнью симптомы. Например, опиум
в обычной дозировке снотворное, а в микродозе средство против сонливости. Во времена наполеоновских сражений, когда свирепствовал тиф, Ганиман успешно лечил его своими новыми методами. Использование гомеопатии спасло тысячи жизней по всей Германии. В предисловии к своей книге доктор Вурстер пишет, что именно те, которые наиболее критикуют гомеопатию, не имеют и малейшего представления о ней. Прежде чем начать рассказ о своем опыте лечения рака гомеопатией, уточню некоторые теоретические моменты, которые важны для взаимодействия с врачом, понимания его вопросов и действий. Гомеопаты об этом рассказывать не будут. Интересные воззрения Ганимана на происхождение рака. Жизненная сила человека, когда ей препятствует какая-либо болезнь, которую она не может преодолеть собственными силами, принимает план развития местного заболевания с целью вызвать болезненное состояние в части, не являющейся обязательной, чтобы подавить внутреннюю болезнь, которая угрожает жизни. Сложно как-то говорю. Наличие местного поражения подавляет внутреннюю болезнь на какое-то время, хотя не может ни вылечить, ни устранить ее. Очень часто, как отмечает Ганиман, в организме есть одно локально слабое место, в котором и поселяется рак. Местное поражение является частью общей болезни, поэтому в первую очередь нужно лечить внутренние причины любого заболевания. У рака есть первичные симптомы, которые уничтожаются с помощью наружных средств, как это делают аллопаты. Хирургия, облучение, химия. Аллопатами гомеопаты называют врачей общей практики и упрекают их за то, что те лечат симптомы, а не причины болезни. Основное заболевание от таких действий нисколько не ослабнет. Вследствие этого защитная жизненная сила окажется вынужденной перенести действие серьезного внутреннего заболевания на другую, более важную часть организма. Что касается рака груди, то хроническая инфекция в нижней части живота и неправильное лечение внутренних женских органов, лечат же антибиотиками и гормонами, ведет к образованию узелков в молочной железе. Подавление заканчивается образованием опухоли. Доктор Вурстер так и пишет в своей книге: рак возникает после подавления. Был задан вопрос, в чем подобие раковой опухоли. Сама опухоль, по мнению доктора Вурстера, имеет так много характерных черт и симптомов, что этого достаточно для выбора лекарства. Вариативность цветовых оттенков опухоли только молочной железы от голубоватой, синеватой до покрасневшей и с коричневыми точками. Каждая опухоль имеет свою структуру, от просто твердой как камень, до кистозной и мягкой как губка. И у каждой, логично, будет свое подобие, своя тождественность. Интересно было бы услышать ответ гомеопата на этот вопрос. Как я понимаю, что раковая опухоль как симптом помогает найти лекарство, которое будет воздействовать на то болезненное состояние, которое и вызвало эту самую опухоль. Средство, которое выбирает гомеопат, должно полностью соответствовать жалобам пациента. Основа действия лекарства заключается в том, что оно действует лишь в рамках определенной болезни и не может помочь при другой. Но какие жалобы у онкобольного
на начальном этапе болезни. Я ничем не болел 20 лет, не чихал, не кашлял, и у меня не было температуры. В этом и заключается сложность лечения рака вообще и гомеопатии в частности. В следующем видео я продолжу рассказ о гомеопатических законах исцеления. Спасибо, что были со мной и досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Вика Виктория.